Приветствую вас! Среднетоннажный грузовой автомобиль ЗИЛ-130, запущенный в серийное производство в 1963 году, стал, пожалуй, самой лучшей грузовой машиной для многих водителей Советского Союза. Ведь он отличался от множества выпускавшихся в то время машин своей простотой, надежностью и ремонтопригодностью. Его заполучить мечтала любая автобаза, ведь он был незаменим в народном хозяйстве, и не было места, где бы его светло-голубую кабину нельзя было увидеть. Особенно его выделяла белая облицовка решетки радиатора. Но доводилось ли вам иногда замечать одну особенность ЗИЛа-130? Это его фары головного света. У одних моделей ЗИЛа, особенно которые выпускались в числе первых серий, фары находились в верхней части облицовки решетки радиатора, а со временем они по какой-то причине переместились вниз. Бытует мнение, что первоначальное верхнее расположение фар головного света был подсмотрен зиловскими инженерами у американцев. Но так ли это на самом деле, неизвестно. Но то, что они выбрали верхнее расположение фар, остается фактом. Интересно, что первые опытные ГАЗ-52 и 53 также имели верхнее расположение фар. Но со временем и они переместились в нижнюю часть. Так из-за чего изначально фары, установленные сверху, позже конструктора решили их перенести? Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что когда первые серии ЗИЛа-130 сошли с конвейера, то часто водители, на которых они ездили, стали жаловаться на частый перегрев двигателя при интенсивной эксплуатации. Особенно это было заметно в жаркий период, что приводило к частым поломкам. И к 1978 году инженеры ЗИЛа решили пересмотреть дизайн радиаторной решетки, добавив второй ряд отверстий для улучшения потока воздуха. Ну а раз добавили дополнительный ряд отверстий, пришлось ближе к бамперу переместить и фары, а подфарники наоборот поднять вверх. Так и произошел благодаря этому рестайлинг передней части капота, отчего ЗИЛ-130 и получил всемиузнаваемый дизайн радиаторной решетки с двумя рядами отверстий и фарами, находящимися внизу ближе к бамперу. Таким он и остался до конца выпуска этой замечательной машины. А если мой ролик вам понравился, был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!